Первые струи пара могут быть очень горячими, ведь под давлением все готовилось. Да? Несколько бутончиков втыкаю прямо в луковицу. Вам хочется в новогоднюю ночь, чтобы вам снился чеснок? Мне кажется, нет. Новогоднюю ночь, может быть, еще с родными придется целоваться, да? Холодец – царь среди закусок. Я уже давно наблюдаю за российским кулинарным интернетом. И меня радует, что проходит мода на каких-то омаров, на устриц, на еду в стиле аль-денте, и возвращается популярность старых, проверенных временем, надежных, но самое главное – качественно приготовленных народных блюд. Да, например, таких как холодец. Скажите, вот Новый год скоро, вы холодец-то собираетесь готовить? А если я вас попрошу? А если научу? А если я раскрою вам такие секреты холодца, что ваш холодец будет выигрывать на городском, областном и даже республиканском конкурсе? Давайте попробуем. Приготовление любого блюда начинается не здесь, не на кухне, а вон там, на базаре. На базаре надо выбрать хорошие продукты. Хорошие продукты, из которых можно приготовить холодец. Ну, понятное дело, да, что в первую очередь ноги, ножки. Говяжьи, некоторые готовят из свиных ножек. И хорошо, когда они вот такие, осмоленные. Посмотрите, видите, да? Огнем опалили и потом отскоблили, да? Но отскоблили, но так себе, не очень хорошо отскоблили. Поэтому мы замочили ножки еще вчера в холодной воде. Они простояли почти что сутки. Хорошо бы, чтобы вода была проточная, но если не проточная, то хотя бы несколько раз ее поменять. И вот теперь посмотрите, как это скоблится. Ножом безо всякого усилия все вот это сверху снимается. И снимать надо не только там, где остались следы от горелки. Снимать лучше везде, потому что вместе с этой частью шкуры мы снимаем еще и некоторый неприятный запах. А этот неприятный запах у всех ножек есть. У свежих, у старых. Кстати говоря, хотел бы вас предупредить, что вот ноги, да, для холодца – это продукт сезонный. Его все покупают накануне Нового года. Как вы думаете, откуда берется вдруг столько ног? Понятно, что их загодя готовили, да, и где-то держали в холодильниках. Хорошие ли это были холодильники или так себе? А может, когда-то электроэнергию отключали в этих холодильниках? А как их потом перевозили, эти ножки? В рефрижераторе или как придется? Не надо стесняться, да? Надо на базаре говорить мясникам: дай мне в руки, дай я ее понюхаю. Вот надо понюхать ножку, вот здесь понюхать, где кость, где вот эти жилы. И если есть малейший неприятный запах, не берите. От этого запаха, по большому счету, вы не избавитесь. И еще, вы обратили внимание, что я принес ножку с базара вот как есть, целиком. Каждый мясник предлагает свои услуги на базаре. Вам порубить, вам измельчить. Нет, мой дорогой, мне рубить ножки не надо. Не позволяйте им этого делать. Я объясню. Внутри ножки кости полые, и они заполнены костным мозгом. Костный мозг – это, считай, что жир, в чистом виде жир, как есть жир. И вот этот жир будет выходить в бульон. Готовиться будет долго. Не дай бог, попадет туда какой-то продукт, так скажем, щелочной, произойдет омыливание жиров. Это нехорошо, это портит вкус будущего холодца. Поэтому я приношу ножки домой целиком, вооружаюсь твердым крепким ножом и делю их по суставам здесь, дома. Ну да, придется приложить какие-то усилия, придется поизучать анатомию, устройство говяжьих ножек. Ну что не сделаешь для того, чтобы холодец получился вкусным. Кстати, вот о вкусе холодца. Как вы его едите? С горчицей или с хреном? А скажите, без горчицы, без хрена, без чеснока, без перца, вам что, холодец не вкусен? Задумайтесь над этим. Если какая-то еда для того, чтобы она показалась вам вкусной, требует каких-то очень сильных приправ, значит, сама по себе эта еда так себе, не очень-то вкусная. И не случайно холодец недолюбливают что дети, что
большинство иностранцев. Мы сегодня разберемся с этим феноменом и постараемся приготовить такой холодец, который будут есть все с удовольствием, да еще с собой домой просить небольшую порцию. Вот говяжий хвост. Знаете, да, здесь позвонки, здесь хрящи, и говяжий хвост тоже дает очень вкусный и достаточно густой липкий навар. То есть из говяжьего хвоста тоже получается холодец. Обратите внимание, что и говяжий хвост я тоже не дал порубить мясникам, как они не порывались. Вот прямо целиком. Сейчас, посмотрите внимательно. У меня здесь где-то не получилось, где-то получилось. Вот сбоку нащупаете, прямо нащупаете, где суставы сходятся, и здесь вот сбоку и прорезайте. Этот хвост от небольшой коровы, либо от теленка. Если это хвост от упитанного хорошего быка, то у него вот здесь в основании бывает довольно много жира. Этот жир по-узбекски называется тараш. Вы его не кладите варить, вы его соберите отдельно. Он еще вкуснее, чем курдючное сало. На нем плов, особенно в смеси с растительными маслами, получается просто превосходный. И теперь продукты в казане мы должны залить водой. Воды должно быть столько, чтобы все продукты оказались покрыты. Ну и все, включаем нагрев, пускай закипает побыстрее, пусть покипит минут 30-40. Очень многие спрашивают меня, надо ли сливать первый отвар, когда мы готовим, например, шурпу, когда готовим какие-то супы. Вы посмотрите, ребята, если мясо хорошее, если мясо молодое, то первый отвар сливать не стоит. Первый отвар стоит сливать только тогда, когда мы уверены, что это мясо, эти продукты будут готовиться очень долго, либо когда этот отвар имеет неприятный запах. Помимо ножки, хвоста, у меня сегодня вот здесь на столе заготовлена голяшка. Видите, такой серьезный кусок мяса. И если обратили внимание, я не положил его вместе с хвостом, я не положил его вместе с ногами. Но использовать эту голяшку для холодца я тоже буду. Во-первых, потому что в голяшке есть очень вкусное мясо. Я считаю, что в холодце должны встречаться кусочки очень хорошего вкусного мяса. Вот здесь мясо как раз очень хорошее, вкусное, ароматное. При этом здесь очень много соединительной ткани. Именно из этих соединительных тканей и выходят вот эти желирующие вещества. Да, то, из чего потом делают желатин. И вы знаете, да, что у кого холодец не получается, они берут и добавляют в него желатин. Ребят, вот он, этот желатин. Здесь вы запомните, чем тяжелее была нагружена та или иная часть туши при жизни животного, тем лучше она подходит на холодец. Но ножка, вы понимаете, на ней весь вес этой коровы либо быка держался. Ну и голяшка тоже, вот следующая часть после ножки. А хвост потому хорошо подходит, что коровы, быки очень много работают при жизни этим хвостом. Обратите внимание, я снимаю мясо с кости. Для чего? Потому что кость очень крупная, она будет плохо помещаться в кастрюлю, и кость нам придется распилить. Чем распилить? Как распилить? Ну, во-первых, бывают специальные такие поварские ленточные пилы. У меня тоже такой нет, да и вам не советую ее покупать. Знаете, бывают так называемые сабельные пилы. Они недорогие, работают не хуже. Когда надо распилить кость, вполне можно это сделать. Впрочем, раньше вот такие кости рубили топорами и не жаловались. Ну а я пойду в кладовку, распилю. И тоже часто спрашивают меня, вот надо мыть мясо или нет. В данном случае абсолютно необходимо, потому что надо смыть эти опилки, и этим опилкам в моем холодце делать нечего. И я предвижу вопросы, что делать нам, у нас нет такой ленточной пилы. Ребят, ножовка по металлу тоже прекрасно справляется. Нет и ножовки по металлу, но доставайте дедушкин топор. Тем более, что сейчас вот есть такой момент, видите, пена образовалась. Но, в принципе, ее можно и не снимать, потому что первый отвар мы все равно будем сливать. Но если хотите готовить на 5 с плюсом, то лучше убрать. Вот так повариться должно минут 30-40. Тот самый запах, от которого вы хотите избавиться, должен почувствоваться очень ярко. Понимаете, значит, он перешел в воду и сейчас испаряется. Все, можно останавливать казан и уносить, выливать из него этот отвар и промыть
под струей холодной воды все то, что мы здесь варили. Еще раз показываю. Видите, как чугун проводит тепло? Ведь кипело только что. А я его в руках взял и понес. Первым делом надо поставить варить в обыкновенной кастрюле, либо в казане. Смотрите сами, выбирайте кости от голяшек и вот эти два совершенно роскошных куска мяса. Надо, наверное, воды немножко долить, да? Но не до самого верха. Вот так достаточно. Пусть часть мяса готовится на пару. Мы крышку накроем, а огонь поставим на самый медленный. Пусть очень медленно нагревается, закипит. Я думаю, что часа за 3-4 вполне сварится и получится очень хороший бульон. Но вот эти части, такие как хвост, как ножки, надо готовить 7-8 часов минимум. И есть только один способ ускорить это дело. Это старая, добрая, надежная скороварка. Не думайте, что в скороварке есть что-то плохое. Скороварка и другие девайсы, которые применяются не по назначению, вот это плохо. Но сейчас у нас скороварка будет работать именно так, как она должна работать. Итак, в самый низ укладываем крупные кости от ножек. Все остальное, что от хвоста, поверх. И точно так же заливаем водой. Знаете, очень многие говорят, нет, солить нельзя. Ни один не может сказать, почему нельзя солить. Зато я вам могу сказать, если готовить вот так вот, без соли совсем, то потом сколько соли не досыпай, вот эти куски так и останутся невкусными, так и останутся несолеными. Будет соль отдельно, а эти куски субпродуктов отдельно. Поэтому примерно половину от общего количества соли я добавляю в скороварку уже сейчас. И доливаем воду. Смотрите, не надо слишком много воды. Сделайте слишком много воды, у вас холодец так и останется жидким, не встанет. Потом придется добавлять желатин. Зачем? Лучше пускай будет холодца поменьше, но он будет такой, чтобы, извиняюсь за выражение, брюхо радовалось. А теперь накрываем крышку и включаем огонь. Мясо, пожалуй, что пусть еще поварится, а скороварку можно открывать. Аккуратненько надо выпустить пар. Все, можно и открывать. Осторожненько, аккуратненько, чтобы не обжечься. Первые струи пара могут быть очень горячими, ведь под давлением все готовилось, да? Но теперь обратите внимание на цвет этого бульона. Ну, понятно, желтое, да, это все-таки какое-то количество жира вышло. А мутный, понимаете? Потому что кипело очень сильно, очень бурно. Значит, теперь у нас будет второй этап, когда не будет кипеть сильно, не будет кипеть бурно, а наоборот, будет кипеть очень медленно. И постепенно бульон расслоится. Весь жир поднимется наверх. Какие-то, если есть осадки в бульоне, они осядут. А середина будет представлять собой идеальный, прозрачный, чистый, как слеза, бульон. И вот теперь в этот бульон, который будет готовиться еще часа 2-3, чем дольше, в принципе, тем лучше, необходимо добавить те продукты, которые будут отвечать за его аромат. Вот, например, луковица. Посмотрите, я ее оставляю прямо с шелухой. Вы уже знаете зачем. Вы же смотрели некоторые наши предыдущие видео, где я показываю точно такой же прием. Вот я беру гвоздику, да, и несколько бутончиков втыкаю прямо в луковицу. С луковицы снят верхний слой шелухи, который мог быть на самом деле грязный. Остался только то, что внутри, то, что абсолютно чистенький. И вместе с гвоздикой пусть поварится лук. Так нам не придется отыскивать гвоздику в этом огромном казане. Убрали лук, убрали заодно и гвоздику. И теперь все остальное, что полагается класть в обычные бульоны. Да, к холодцу надо относиться как к обыкновенному бульону. Я беру, чуть меньше половины столовой ложки черного перца, потому что бульона у нас очень много и холодца будет много. Не беспокойтесь, это не будет слишком остро, это будет просто вкусно.
несколько горошин, ну вот буквально 6-7 горошин ароматного перца. Не надо путать его с черным перцем. И, конечно, такой огромный казан надо не один лавровый листик, а несколько. Я думаю, может быть, 3-4. Если вы будете готовить в обыкновенном казане, да, на газовой конфорке, либо на электроплите, то ни в коем случае нельзя сейчас закрывать крышку. Можно только прикрыть крышку. Потому что как только вы закроете крышку, даже самого небольшого нагрева будет достаточно для того, чтобы внутри под крышкой все бурно закипело. Но у меня особый электроказан, который отлично регулирует температуру. Поэтому я выставляю такую температуру, чтобы у меня здесь ничего не закипело. 97 градусов, например, да? Ну, будет вариться примерно так же, как при 100. Просто не будет кипения, соответственно, не будет бурления, то есть не будет перемешиваться жир и бульон. Нам надо разделить вот эту образовавшуюся суспензию. Понимаете, чтобы бульон был отдельно, а жир был отдельно. Но я могу накрыть казан крышкой. Вы можете поступить точно так же, если у вас есть хорошая мультиварка, в которой можно выставить точную температуру. Вот в этом случае можно готовить и при низкой температуре. Видите, какой полезный, можно даже сказать, отличный девайс мультиварка. А плохо только то, что с ней делают не очень грамотные домохозяйки. Бульон поварился часа 3-4. Зачем время засекать? Я по запаху чувствую, что это хороший готовый бульон. А вы, я надеюсь, видите по внешнему виду его изменения. Чувствуете, как он изменился, да? Вот, во-первых, весь жир на поверхности. Во-вторых, теперь видно, что бульон прозрачный. Если пока не видно, то сейчас станет видно. Давайте мы сейчас сначала уберем все ненужное. А что здесь ненужное? Во-первых, лук. Он больше не нужен. Во-вторых, я думаю, что можно и лавровые листики убрать. Самое важное, надо снять как можно больше жира. Я беру вот такую большую ложку, да, посмотрите, аккуратненько зачерпываю. В принципе, можно было бы поступить еще проще. Выставить этот казан на холод и дождаться, пока вот этот жир отвердеет. И снять его. Можно так, можно положить на поверхность казана чистую салфетку. Прям вот очень-очень чистую. И она впитает в себя жир. Но подавать на стол людям холодец, который покрыт такой крошащейся коркой белого жира, я считаю, не уважать не только себя, но и тех людей. Послушайте еще одно правило. После второго этапа, когда уже выделился желатин, а выделился желатин вот именно когда мы готовили в скороварке, после этого этапа сильно нагревать и устраивать бурное кипение бульону уже нельзя. Бульон перекипать не должен. В равной степени это касается и такого блюда, которое называется хаш. Вот сейчас, вот то, что у меня здесь в казане, ведь это по сути дела хаш и есть. Бери, наливай и попробуй. Я знаю, что некоторые будут говорить, нет, в хаш непременно нужно положить рубец, ну, желудок, да? Ребята, а мне не нравится с рубцом. Я знаю, что некоторые будут говорить, нет, в хаш ни в коем случае нельзя класть хвост. Ребята, а мне нравится с хвостом. Мне нравится, чтобы в хаше было какое-то хорошее мясо. Ведь супер, очень ароматное и очень вкусное. И сейчас все, что нам осталось, это отделить косточки, да, и, может быть, как-то покрошить вот это мясо, вот эти жилы, вот эту шкуру, так, чтобы в куске холодца попадало всего равномерно. Нет, вы знаете, я объявляю перерыв, потому что я больше терпеть не могу. Это все так вкусно, что я просто обязан налить себе хотя бы одну хорошую косу хаша. Я положу себе какой кусочек от спинки. Я положу себе хороший кусочек от желе. Я положу себе хороший кусочек от ножки. Я все это дело посолю, приперчу, приправлю чесночком и съем с хорошим аппетитом. Но для того, чтобы у нас здесь дело не простаивало, нам вот еще что необходимо сделать. Ну, во-первых, мясо
те куски мяса от голени, что варились у нас отдельно, вот в этом казане. Ведь они тоже абсолютно замечательные, да? И мы их должны добавить вот к этому, к ножкам, к мясу от хвоста, раскрошить, растребушить мясо и перекладываем аккуратненько в ту форму, в которой у нас и будет застывать холодец. Ну и вот, мясная часть у нас готова. Видите, да, вот это хорошее мясо, которое варилось в этом казане, в отдельной кастрюле. И все жилы и шкуры, что у нас остались от ног, измельчены и уложены ровненьким слоем, сантиметр-полтора. И осталось две очень важные задачи. Во-первых, вот у меня чеснок. Это давленный чеснок. И, во-вторых, вот у меня уже процеженный бульон. Наверное, еще придется немного взять. Думаю, еще половника 2-3. И часть этого бульона я наливаю поверх чеснока. Пусть постоит и немного настоится. Сейчас вы поймете для чего. А вот этот процеженный бульон необходимо выправить на соль. Там мясо уже как получилось, так получилось. С ним ничего не сделаешь. Но вот этот бульон должен быть соленым исключительно правильно. Мы солили до этого только наполовину. Но я думаю, что сейчас имеет смысл попробовать. Да? Насыпать никогда не поздно. А вот как ты потом ее отсыпешь? Ну, конечно. Изрядно недосоленный. И я беру примерно еще пол-ложечки соли. И надо дать ей растаять, надо перемешать. Снимем пробу еще раз. Давайте попробуем. Вот теперь так, как надо. Вот теперь мне все нравится. Но все это еще не имеет вкус холодца. Потому что в холодце должен быть ощутимый чесночный привкус. Не вкус чеснока, еще раз говорю, а только привкус. Вот чеснок, который у нас здесь настоен в бульоне. Посмотрите, вот ситечко, да? Отбираем немного бульона с чесноком. Чеснок у нас в холодец не попадает. У нас попадает в холодец только его вкус. Сами вот эти зернышки чеснока нечего им делать в холодце. Если съесть такой холодец в самом начале новогоднего ужина, то всю ночь потом этот чеснок будет преследовать, еще и ночью будет сниться. Вам хочется в новогоднюю ночь, чтобы вам снился чеснок? Мне кажется, нет. Новогоднюю ночь, может быть, еще с родными придется целоваться, да? Молодые люди с девушками и наоборот. Поэтому вот так вот. Только привкус. Не должен холодец иметь вкус начесноченной колбасы. Это неправильно. Может быть, вы обратили внимание на некоторую разницу в цвете бульона там в казане и вот здесь. Дело в том, что мы не показали вам, но мы добавили в этот бульон щепотку шафрана. Не беспокойтесь, вкус и запах шафрана мало кто почувствует. Тем более, что на фоне чеснока, тем более, что на фоне вкуса вот этих говяжьих ног, это мало кто почувствует. Но цвет заметят все. А я точно знаю, что хороший холодец и вообще хорошая еда должны иметь приятный цвет. Тем более, что мы готовим праздничный, новогодний холодец. Ну и, собственно говоря, чего здесь жалеть маленькую щепоть шафрана? Слушайте, если нет, и не надо, ничего страшного. Вот луковицу мы в казан клали, она тоже в хорошую сторону меняет цвет бульона. Можно положить 2 такие луковицы, и цвет будет не вот такой, конечно, яркий, желтенький, а будет ближе к красному цвету. Но это все равно лучше и красивее, чем белесый, какой-то серый, не очень вкусный, не очень приятный цвет. Поверьте мне. Бульон в формочке переливаем осторожно. Мы понимаем, что мясо состоит как из достаточно крупных волокон, но и из мелких волокон тоже. Будем лить вот так вот свысока. Это все там как-то возмутится, размешается. И вот этот верхний слой желе, который я хочу, чтобы он был прозрачным, который я хочу, чтобы он был идеально красивым, он получится мутным. То есть и набираем отсюда аккуратно, потому что, возможно, там есть на дне какой-то осадок. Все, я полагаю, что достаточно. Вот эти формы теперь надо отправить остывать. Ни в коем случае не на мороз. И ни в коем случае не в морозильник. Послушайте, на морозе, в морозильнике, в этом холодце могут образоваться как бы стрелки изо льда.
И потом, когда растает, холодец получится и рыхлым, и каким-то водянистым. Правильно, чтобы холодец остывал постепенно, при, может быть, плюс 5, плюс 3 градуса. И хорошо бы поставить эти формы не на стол, как они сейчас стоят, а на какие-то решетки. На какие-то палочки можно поставить, чтобы и снизу тоже их продувало холодным воздухом, чтобы холодец застывал постепенно, равномерно со всех сторон. И сверху, и снизу. Ну, а сейчас, знаете, все, у меня уже терпения больше нет. Я хочу хаш. Ну вот теперь давайте поговорим. А откуда есть пошли вот эти блюда? Хаш, холодец, зельц, сальдисон. Все то, что готовится из головы, из ножек, а правильнее сказать копыт, из желудка, как ее называют еще иногда требуха, из каких-то внутренностей. Ну, давайте начнем с самого начала, с истории. Первым мясом, которое поел человек, несомненно, было мясо, добытое на охоте. И если это было мясо, приготовленное на огне, то, скорее всего, тушу целиком бросили в огонь. И вы понимаете, какого вкуса было это блюдо, если туша целиком, возможно, прямо вместе с шерстью, вместе со шкурой, просто полежала какое-то время в огне. Ну, впоследствии научились, конечно, разделывать. И второе мясо – это мясо, приготовленное на вертеле. Вот теперь мы подходим к самому важному. Однажды наступил момент, когда люди научились разделывать туши на куски. И, несомненно, практически сразу же обнаружили, что различные части туши обладают различными свойствами. В туше любого животного есть части, которые удобно либо жарить на огне, либо запекать в печи. А есть части, которые можно готовить промежуточным способом – тушение. И есть части, которые пригодны только для отваривания, причем для достаточно долгого отваривания. Вот возьмите те же самые говяжьи ножки, возьмите бараньи ножки, свиные, не знаю, кто что ест. Здесь не важна национальность, здесь не важна вера, здесь важны только свойства продуктов. Итого, ножки, голова и требуха, то есть желудок. Что можно сделать с этими частями? Ничего, кроме долгого отваривания. Лишь после того, как эти продукты долго поварились в воде, их можно хоть как-то съесть, хоть как-то употребить. У бульона, то есть вот воды, в которой эти продукты варились, образуются особые свойства. Во-первых, он достаточно густой, клейкий, даже в горячем виде. И этот бульон застывает на холоде. Все. Это все, что нам необходимо знать для начала размышлений о хаше и холодце. Бульон. Бульон – это главный результат. В бульон выходят основные питательные вещества из этих продуктов. Как сделать, чтобы этот бульон был вкусным? Как сделать, чтобы этот бульон был привлекательным не только для тех, кто с детства слышит хаш, хаш, холодец, холодец. Кому уже внушили, что это очень вкусно и что этих блюд надо ждать как большой праздник. Послушайте, что надо делать для того, чтобы результат был хорошим. Необходимо соблюдать правила кулинарии. Правила кулинарии основываются не на личном мнении кого-то из поваров, кого-то из кулинаров. Правила кулинарии основываются на законах физики, химии, на биологических потребностях человека и на свойствах продуктов питания. А все это действует одинаково для представителей любого народа, для представителей любой религии, для представителя любой расы. Понимаете? Это законы природы. Я вам по секрету скажу, что мы дома не готовим отдельно хаш или отдельно холодец. Мы готовим одно единое блюдо, и когда мы его едим в горячем виде, мы называем его хаш. А когда мы едим его в холодном, застывшем виде, мы называем его холодец. Давайте начнем с самого начала. Какие продукты выбрать для хаша и холодца?
Конечно, можно поступать совершенно по-русски, так как везде поступают. Взять только, скажем, говяжьи ножки и готовить только из говяжьих ножек. Или добавить к ним еще и требуху. Давайте требуху пока оставим за скобками. Вот говяжьи ножки. Если сварить одни только говяжьи ножки, то в кулинарном определении это будет костный бульон. Не самого лучшего вкуса. Хорошими считаются мясо-костные бульоны. Следовательно, необходимо добавить какие-то мясные части, которые также дают хороший, клейкий, густой, застывающий бульон. Таковыми является у говядины хвост. Вот очень многие недооценивают этот продукт. Считают, что хвост, раз он находится там вот где-то возле задницы, то он должен непременно и пахнуть плохо. Нет, это не так. Это мнение несведущих людей. Мясо в хвосте очень вкусное, очень ароматное. Оно тоже долго готовится, практически так же, как и ножки. Может быть, чуть-чуть короче. Помимо этого, очень хороший бульон дают еще и говяжьи голяшки. Но говяжья голяшка – это еще и мясо замечательное. Поэтому для очень хорошего холодца, поэтому для очень хорошего хаша я беру и говяжью голяшку, и говяжий хвост, и, конечно же, ножки. Ну а давайте теперь поговорим о правилах приготовления хаша либо холодца. Практически любой текст про хаш начинается с того, что ножки надо положить в проточную воду. У вас мимо дома протекает ручей, прохладный ручей из проточной воды. Вот у меня не протекает, поэтому я просто кладу ножки в холодную воду. Суть этого действия вот в чем. Извините меня, может быть, за неаппетитное сравнение. Ванну долго принимаете, пятки мягче становятся. Вот точно так же шкура на говяжьих ногах становится мягче. И после этого ее еще раз можно поскрести, и с ее поверхности можно снять какую-то часть не очень хорошо пахнущую. Поэтому если сменить воду пару раз, то все будет хорошо. Но замачивать ножки на самом деле желательно заранее. Лучше вот на ночь. 8 часов, 10 часов, 12 часов пускай полежат. Но можно и ускорить этот процесс. Именно об этом я вам сейчас рассказывал, что можно поварить ножки и хвосты минут 40. С хвостов только как раз вот пена успеет отойти. А из ножек никаких питательных веществ еще выделиться не успеет. И вот эту воду безжалостно можно слить. Ножки еще раз нужно будет помыть, хвосты нужно будет помыть. И все, закладывайте в свежую чистую воду и продолжайте варить. Вот этого плохого запаха, который не все любят, некоторые ценят, а некоторые не любят. Но его, по крайней мере, станет в разы меньше. И если варить традиционным методом, то варить надо 8 часов, а если честно, 10-12. И вот за эти 10-12 часов с ножками может всякое разное произойти. Во-первых, на газовой плите, если поставили кастрюлю варить, а ночью, либо в вечернее время давление газа поднялось, уровень пламени поднялся, и кипение усилилось. Из-за сильного кипения бульон будет невкусным. Он будет и мутным, и белесым, и невкусным. Некоторые считают, что хаш должен быть белым. Я категорически не согласен. Бульон должен быть прежде всего красивым и аппетитным. Белесый, мутный бульон у меня никакого аппетита не вызывает. Поэтому я разбиваю приготовление на два этапа. Во время первого этапа я готовлю и ножки, и хвосты в скороварке. А для чего еще придумали это устройство? Да как раз для того, чтобы ускорить какие-то кухонные процессы. 2-3 часа и все готово, и все отлично. Один только есть недостаток, что бульон после этого как раз таки получается мутным и белым, который я только что критиковал. Не проблема. Это случилось потому, что в скороварке очень плотно закрывается крышка, там повышается давление, повышается температура кипения, и, скорее всего, в скороварке во время приготовления бульона происходило очень сильное бурление. Что такое бурление? Пузырьки пара снизу вверх поднимаются, где-то наверху лопаются, взрываются, наверху какие-то части жира, и в результате жир с влагой, с водой, с бульоном перемешивается. Мутным бульон становится из-за того, что в нем равномерно распределен жир.
Если поставить теперь этот бульон на очень малый нагрев и на продолжительное время, то рано или поздно весь жир поднимется наверх, весь чистый, прозрачный, вкусный и ароматный бульон опустится вниз. Но для того, чтобы бульон стал вкусным, он, во-первых, должен быть соленым, во-вторых, он должен быть приправлен традиционными приправами. Как минимум это луковица, как минимум это лавровый лист, как минимум это перец горошком, душистый перец, гвоздика. Дальше уже по вашему желанию. Я знаю, что мне напишут. Я знаю, что скажут, традиционный хаш готовят не так. Традиционный хаш все сразу сваливают и там бурлит, варится. Вот потому-то я этот традиционный хаш и не ем. Именно потому холодец, который готовим мы дома, наши гости просят, говорят, дайте нам с собой немножко. Есть блюда, которые можно поставить на стол, и этого достаточно. Все, дело сделано. Но холодец не такое блюдо. Холодец – царь среди закусок. Он должен подаваться в достойном окружении. Вы же помните, вы же знаете, Господи Боже мой, оскомину набило это выражение. Короля играет его свита. Свита хорошего холодца – это квашеная капуста. Это маринованные огурчики, помидорчики. У меня для вас есть еще одна секретная идея. Вы, пожалуйста, плохим людям не рассказывайте. Слушайте. Если замариновать вишню, нашу обычную подмосковную вишню, замариновать точно так же, как помидоры и огурцы, получается восхитительная закуска к мясу. Но давайте вернемся к холодцу. Вы помните, что во время приготовления мы снимали с его поверхности лишний жир, да? Но сколько-то жира обязательно надо оставить на холодце. Для чего? Для того, чтобы весь холодец был покрыт вот этой жирной коркой. Вот под этой жирной коркой холодец не портится. Запомнили? Перед подачей берете острый нож и эту корочку, этот жир просто-напросто можно взять, соскрести, убрать в сторонку. Если холодец похолоднее, то эта корочка просто сама отпадет от желе, поскольку при холоде она бывает хрупкой. И все. Нарезайте и подавайте к столу. И теперь я должен вам рассказать, каким получается хороший холодец. Хороший холодец может стоять на столе весь вечер. Но он не устоит, конечно, весь вечер, но при этом не потечь и не растаять. Хороший холодец не должен ломаться от того, что к нему прикоснулись вилкой. Хороший холодец должен быть упругим. Он должен быть наполненным ароматным мясом. И он должен восхищать. Он должен делать счастливым рот каждого, который взялся им закусывать. Дорогие друзья, я желаю вам больших успехов в кулинарии. Пусть ничто вас не огорчает. Самым горьким на столе пускай будет горчица. А вам, наши дорогие друзья, наши дорогие зрители, я желаю, как всегда, больших успехов, счастья и, конечно же, приятного аппетита!